Как часто нам советуют бороться со своим страхом? Идти ему навстречу, победить его. А можно ли победить страх, идя ему навстречу? Я хочу вам рассказать о самом сильном заблуждении в психологии страха. Почему нельзя победить страх, делая то, чего вы боитесь? Почему данная позиция такая живучая, несмотря на полную ее несостоятельность? Как же так, спросите вы? Ведь я сам знаю, что если собрать волю в кулак, то можно сделать что-то меня пугающее. Это ли не доказательство? Это ли не опровергает мнение автора? Не спешите радоваться победе. Да, вы можете один раз сделать что-то, что вас пугает. 2 раза. Но разве это считается победой над страхом? Разве победить не значит перестать этого бояться? Навсегда. Путь встречать страх с открытыми глазами не ведет к этой цели. Герой фильма «Тот самый Мюнхгаузен» сказал: «Каждый день я рано просыпаюсь и иду на работу». Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Он ежедневно борется со своим страхом, своим дискомфортом. Но можно ли сказать, что он его победил? До сих пор существовал только один путь – убежать от страха. Строить свою жизнь так, чтобы никогда не пересекаться с пугающими вас моментами. Мы образуем группы с людьми, которые боятся того же самого. И боимся вместе. Вместе ищем путь избегания. Сегодня появился другой путь. В результате вы просто перестаете реагировать на свой страх. Сначала он становится вам безразличным. Затем вы наслаждаетесь этой же ситуацией. Но об этом ближе к концу видео. А пока давайте усовершенствуем способ избегания страхов. Сделаем так, чтобы не встречаться со своим страхом, но не избегать жизни, наслаждаться ею. Я врач, ученый. Вот уже четверть века я занимаюсь разработкой математической модели нервной системы. И на этом канале я рассказываю о прикладном применении этой модели. О том, как можно избавиться от своих страхов, комплексов, фобий, усталости. Вернуть в свою жизнь энергичность, счастье, работоспособность. Просто понимая принципы работы нервной системы. Поступать и действовать нужно согласно этим принципам, а не вопреки им. И вы получите все то, о чем я сказал. Для начала давайте разберемся, что такое страх. Зачем он нам нужен? Всю чушь о том, что он помогает нам выживать, сразу отбросим. О каком выживании идет речь, если вы визжите, увидев маленькую мышку, или теряете сознание, углядев паучка? Вы можете палкой сбить фрукт с дерева, чтобы поесть. Но это не значит, что палка существует для того, чтобы вы выживали. Кстати, так же, как и то же самое фруктовое дерево. У них свои задачи, которые временно пересеклись с вашими. Также и страх. Он существует. Его физиологическая роль огромна, но не имеет никакого отношения к вашему выживанию. По нашим нервам не текут ни страхи, ни удаль, ни радость, ни горе. Только электрический ток, который мы называем нервными сигналами. Наш мозг – своеобразный электроприбор. Для его работы нужно много электричества. Но везде, где используется электричество, обязательно присутствует контроль его количества. Его не должно быть слишком мало, но не должно быть слишком много. Все должно быть в пределах разумного. В нашей нервной системе не стоят амперметры или вольтметры, но индикатор существует. Это эмоции. Чем больше тока поступает в центральную нервную систему, тем мы энергичнее и счастливее. Когда тока поступает мало, мы апатичны и вялы. Все остальные эмоции находятся вот на этом отрезке. Каждая эмоция означает определенное количество энергии, поступающей в мозг. Страх, тревога, гнев, ярость, спокойствие, радость – такие разные состояния, а сущность у них одна. Страх – это достаточно низкий уровень энергопотребления мозга. А почему энергопотребление изменяется? Почему его то много, то мало? Что, генераторы отключаются и вырабатывают мало электричества? Нет. Роль генераторов, превращающих все виды окружающей нас энергии в электричество, нервный сигнал, играют рецепторы. Они так просты по строению, и их так много, что поломка на этом уровне просто невозможна. Есть только одна болезнь, поражающая рецепторы – проказа. Но так как эта болезнь крайне редкая, то не будем это учитывать. Повреждение происходит на другом уровне – уровне передачи электроэнергии. В результате перенесенных травм, инфекций, заболеваний образуются новые связи между нервными волокнами. И очень часто образованные новые пути имеют более высокое электрическое сопротивление. И тогда в мозг поступает меньше энергии. Если бы это было так просто, то после каждой травмы, болезни мы бы еще больше и больше угасали.
Не было бы такого явления, как выздоровление, восстановление. А они есть. Откуда берется дополнительная энергия? Рецепторы можно разделить на две большие группы. Внешние и внутренние. Внешние превращают в электрический сигнал все виды окружающей нас энергии. Энергии Солнца, Земли, воды, воздуха, космоса. Они просто берут энергию извне и превращают ее в нервный импульс. Сигналы от этих рецепторов идут по высокоэнергетическим волокнам с низким электрическим сопротивлением. Когда нервные пути приобретают более высокое электрическое сопротивление, приходится подключаться внутренним рецепторам. Эти рецепторы преобразуют в нервный сигнал изменения состояния нашего организма. Их основная задача – мониторинг нашего состояния. Но энергия нашей нервной системы становится недостаточно, и она мобилизует внутренние рецепторы. Но сильное изменение физико-химического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. Значит, для работы нашей нервной системы мы берем энергию либо от окружающей нас Вселенной, либо от боли. Вы скажете, дополнительная энергия от боли пришла, количество энергии увеличилось, значит, страх должен пройти. Почему же он со временем лишь нарастает? Да, в этот момент он может пройти, но в стратегическом плане он нарастает. Почему количество энергии становится все меньше и меньше? И внешние и внутренние рецепторы вырабатывают одинаковое количество энергии. Но между ними есть колоссальная разница. Внешние рецепторы просто пользуются внешней энергией и преобразуют ее. Чтобы энергию получили внутренние рецепторы, должно измениться физико-химическое состояние нашего организма. А чтобы оно изменилось, туда нужно приложить энергию, в том числе и нервную, электрическую. А откуда ее взять? От внешних рецепторов. То есть исходный энергетический дефицит усугубляется тем, что энергия от внешних рецепторов идет на создание условий для работы внутренних рецепторов. И чем чаще срабатывают внутренние рецепторы, тем выраженнее нехватка энергии в организме. Тем меньше электричества поступает в мозг, тем чаще вы будете испытывать такие эмоции, как страх, тревога, паника. Получается, что чем интенсивнее вы будете бороться со своим страхом, идти навстречу ему, тем чаще и чаще вы будете испытывать страхи по самым разным причинам. Поэтому самым распространенным способом борьбы со страхом является бегство от него. Вы можете избегать объект страха, можете применять агрессию, насилие к нему, напрямую или опосредованно. Но это все равно будет бегство от страха. Конечно, можно всю жизнь бегать от страхов, но как же это ограничивает, обедняет вашу жизнь. Идти навстречу страху тоже не получится. Так что же делать? Как приобрести уверенность в себе, избавиться от страхов? Я хочу познакомить вас с новым методом аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Это физиотерапевтический метод исходно разрабатывался для восстановления оптимальной работы нервных волокон. Это достигается снижением электрического сопротивления нервных путей. Как результат, количество электроэнергии, поступающей в мозг, увеличивается, энергии внешних рецепторов становится достаточно. И альтернативная энергия боли становится не нужна. Маховик описанного мною патологического цикла начинает разворачиваться в обратном направлении. Не нужно тратить энергию на изменение состояния нашего организма, дефицит еще сильнее сокращается. Попробуйте пройти несколько сеансов аппаратной психотерапии. Почему я говорю попробуйте? После регистрации на сайте 5 дней вам даются бесплатно, чтобы вы сами проверили, как это работает. Не надо верить чьим-то словам, не надо верить моим словам. Проверьте сами. Если вы будете соблюдать инструкцию, то через несколько сеансов вы заметите, что ваша энергичность, работоспособность увеличилась. За эти 5 дней можно избавиться от одного из своих страхов. Как проводится сеанс аппаратной психотерапии? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Лучше, если вы будете делать то, что внушает вам страх. Через очень короткое время вы заметите, что то, что вызывало у вас такой страх, стало вам безразличным. Это значит, что дефицит энергии приблизился к нулю. Продолжайте. И вы заметите, что ваш страх стал вызывать у вас положительные эмоции. Все больше и больше. Это значит, что баланс энергии становится положительным, увеличивается. Если вы еще продолжите курс, то в какое-то мгновение, это произойдет в течение нескольких секунд, вы заметите резкий подъем, настроение, состояние.
вы станете счастливым. С этого момента данный отрезок вашей памяти, содержавший страх, полностью перестал энергоснажаться за счет боли. Больше вы не испытаете этот страх никогда. Это может быть мелкий страх, из-за которого вы просто не хотите что-то делать. А может быть тот страх, который делает вашу жизнь невыносимой. С точки зрения работы нервной системы, между ними нет никакой разницы. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю. Или посмотреть другие ролики на моем канале. А может быть, вам и этого видео будет достаточно для понимания процесса. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Избавляйтесь от страхов. Становитесь уверенным в себе человеком. Наполняйте свою жизнь энергией и работоспособностью. Будьте здоровы и счастливы.